Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы с вами освоим самый простой способ вязания шапочки сверху вниз с ушками и завязочками, шнурками. Такую шапочку можно вязать на любой объем головы и любыми нитками. И как это сделать, я, конечно, вам расскажу и покажу. Данная шапочка выполняется очень просто и быстро, вяжется полностью лицевой гладью. Можно вязать такую шапочку как мальчикам, так и девочкам. Все зависит от цвета пряжи и украшений. Об украшениях мы поговорим с вами в самом конце этого видео. Вы можете взять данный принцип вязания как за основу и вязать данную шапочку, скажем, без ушек, либо вязать ее на флисе. В принципе, можно вязать две шапочки и сделать одну двойную. Одну по голове провязать, а вторую чуть большим размером. И здесь потом соединить, скажем, либо нитка-иголка, либо столбики без накида, просто обвязать по кругу крючком. На что хочется сразу обратить ваше внимание, это то, что сама шапочка вверх, макушка, она будет не четко по голове, а она идет здесь заостренно. И так она выглядит. Это передняя часть, это затылочная часть. И, собственно, ушки. Эту шапочку я провязывала на объем головы 42-44, а с вами под камерой мы провяжем эту шапочку. Она у меня на объем головы 48 сантиметров 50. Что касается лицевой глади, она очень хорошо тянется, как вы знаете, поэтому я рассчитывала на 48, но ее, в принципе, можно и на объем головы 50 одевать. Для вязания данных шапок я использовала пряжу джинс, это полухлопок, 50 грамм на 160 метров. Причем я вязала в две нити, спицы я использовала номер 3. В процессе вязания, конечно, пригодится крючок и маркеры. Для вязания голубой шапочки я использовала вот два мотка, и это остатки от них. Первое, с чего начинается вязание любого изделия, это провязывание образца. Образец я провязала теми же спицами, что и все вязание. При этом образец должен быть в ширину больше 10 сантиметров. Затем прикладываем посередине линейку, либо сантиметровую ленту и считаем, сколько в 10 сантиметров петель. У меня получается 17,5 петель. Моя плотность вязания 17,5 петель на 10 сантиметров. Мне надо провязать шапочку на объем головы 48. Крест-накрест умножаем, делим на 10. И получается то количество петель, которое нам нужно. При этом, если у вас, допустим, получится 82 или 85, округляем до того числа, которое будет кратно 6. Второе, что нам нужно знать для вязания этой шапочки, это общая длина. Существует таблица. Эту таблицу вы можете найти либо в интернете, либо на моем сайте в описаниях к этой шапочке. Обязательно ссылочка смотрите ниже в описаниях. То есть на объем головы 48 сантиметров, высота шапочки должна быть 16-17 сантиметров. Я обязательно прибавляю 1 сантиметр. Почему? Потому что у нас шапочка идет, макушка не четко по голове, а немножко завышена. Поэтому я прибавляю 1 сантиметр. Процесс вязания этой шапочки очень простой. Провязывается макушка. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 клиньев. Затем провязывается основная часть необходимой длины. После чего закрываются передние петли центральные, провязывается затылочная часть и ушки. Эта часть длиной 1,5-2 сантиметра она может быть. Затем закрываются
затылочная часть, и провязываются ушки по отдельности, и также шнурок. Берем 2 спицы номер 3, пряжу в 2 нити и набираем общее количество 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Распределяем петли на 4 спицы. 1 петля, снимаю, 2 петли, снимаю, 1 петля. Здесь остается 3 петли. Теперь следует соединить вязание в круг. Что мы для этого делаем? Рабочая нить. С левой спицы на правую переносим 1 петлю. Левой спицей с правой подхватываем 2 петлю и опускаем ее на первую. Тем самым 1 петля у нас убавилась, ее мы возвращаем на левую спицу, и смотрите, должно получиться 1 петля, 2, вот эти 2, 1 и 2. То есть общее количество петель осталось 6. Теперь берем 5-ю спицу и приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд выполняется следующим образом. Накид, 1 лицевая. И повторяем. Поворачиваем. Здесь также накид, 1 лицевая. Накид, 1 лицевая. Провязываем первый ряд до конца. Первый ряд провязан, и можете здесь поставить маркер для обозначения начала ряда. Вязание второго ряда. Здесь у нас накиды, и эти накиды нам следует провязывать скрещенными лицевыми. Накид выполнен таким образом, поэтому я захватываю заднюю стенку петли и провязываю скрещенная лицевая, здесь лицевая. И так провязываем весь второй ряд. Еще раз вместе с вами. Накид, провязываем скрещенный лицевой, лицевая, накид, скрещенная лицевая, лицевая. Довязываем второй ряд до конца. Вязание третьего ряда. Накид, 2 лицевые. Накид сделала. Лицевая 1, лицевая 2. И это повторять по всему ряду. Еще раз вместе с вами. Накид, 1 лицевая, 2 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 лицевая. Вязание 4-го ряда. Также вот они накиды. Накиды провязываем скрещенной лицевой, 2 лицевые, 1, 2. Поворачиваем вязание. Также накид, провязываем его скрещенной лицевой, лицевая 1, лицевая 2. Дальше накид, скрещенная лицевая, лицевая 1, лицевая 2. Провязываем 4-й ряд до конца. Вязание 5-го ряда. Накид, 3 лицевые. Накид держим. Лицевая 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. И повторяем. Накид, 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, 3 лицевые. 1,
2, 3. Довязываем 5-й ряд до конца. Вязание 6-го ряда. Накиды провязываем скрещенными лицевыми. Скрещенная лицевая, 3 лицевых. 1, 2, 3. И еще раз вместе с вами. Накид, скрещенная лицевая. Лицевая. 1, 2, 3. Накид, скрещенная лицевая. Лицевыми. 1, 2, 3. Довязываем этот ряд до конца. Вязание 7-го ряда и дальше вяжем по аналогии. Все нечетные ряды начинаем с накида и лицевые. 4 в данном случае. 1, 2, 3, 4. И повторяем. То есть на этой спице 1 раз. Где больше у нас петель, здесь по 2 раза повторяем. Делаем накид. 1, 2, 3, 4. Повторяем. Накид. 4. 1, 2, 3, 4. И смотрите, здесь уже видно, что здесь находится 2 клинышка. И на этой спице также. Довязываем 7-й ряд до конца. Вязание 8-го ряда и далее всех четных рядов. Начинается вот накид, провязываем скрещенная лицевая и количество лицевых петель. 1, 2, 3, 4. Переходим на вторую спицу. Также накид, скрещенная лицевая. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот он, клинышек видно. Скрещенная лицевая. Лицевыми. 1, 2, 3, 4. Довязываем 8-й ряд до конца. А далее вязание выполняем по аналогии. Все, получается, нечетные ряды провязываем накид и количество лицевых. Четные ряды выполняем накид, скрещенная лицевая и количество лицевых петель. И таким образом провязываем по кругу до нужного вам количества петель. В моем случае мне нужно провязать, чтобы было 84 петли общее количество. То есть для каждого клина у меня получится накид 13 лицевых, это в 25 ряду, а в 26 ряду у меня получится по 14 петель на каждый клинышек. Выполняем вязание до нужного количества петель. При провязывании рядов, на что хочется обратить ваше внимание, на 2 спицах по 1 клину и на 2 спицах у нас по 2 клина. И когда количество петель становится больше, выполнять вязание недостаточно удобно. Что я для этого вам рекомендую сделать? Обозначить начало ряда, во-первых, где первый ряд начинается у нас, да, и затем количество петель здесь распределить. То есть перекинуть несколько петель сюда и здесь также сюда немного перекинуть, таким образом, чтобы примерно одинаковое было количество петель на каждой из спицах. И при этом границы клина, если вам плохо видно и чтобы не запутаться, также можно дополнительно расставить маркеры. Я провязала 26 рядов, и сейчас общее количество петель у меня 84, как я и планировала изначально. И что я теперь делаю? 84 поделить на 4, это получается 21 петля на каждую из спиц. Я обязательно обозначаю начало ряда и переношу на эту спицу
с этой спицы несколько петель, чтобы здесь было 21. Петли я распределила. Это начало ряда. Здесь также добавила 7 петель с этой спицы. И теперь выполняю вязание по кругу, при этом петли я не добавляю. Теперь только вяжем на этом количестве петель. И на что хочу обратить ваше внимание при вязании по кругу основной части, при переходе от одной спицы к другой. Смотрите, первую петлю провязываю и поплотнее ее делаю, чтобы протяжка между спицами в дальнейшем в изделии была не видна. И если эту протяжку в процессе вязания мы будем делать свободную, в конечном итоге в изделии она будет видна, и изделие будет не такое красивое и аккуратное. Поэтому протяжку при переходе от одной спицы к другой обязательно подтягиваем, то есть более плотно провязываем первую петлю. И еще раз вместе с вами переход от одной к другой спице. И поплотнее держу и выполняю вязание далее. А здесь уже более свободно. Выполнив вязание основной части, и вот что у нас получается. От макушки до низа здесь получается 18 сантиметров. Общее количество петель делим на 4. В данном случае 84 поделить на 4 это 21 петля. Плюс 3, 5, возможно даже 6 петель. У меня получается 26 петель, я буду закрывать. Это закрывается та часть, которая будет над лицом. А затем остальные петли будем провязывать. На первую спицу, там где начало ряда, я перенесла то количество петель, которое необходимо закрыть. 26 здесь. И теперь закрываем эти петли. Закрываем их обычным способом. Снимаем. Следующую провязываем лицевой. На провязанную опускаем. Одну закрыли. Провязываем на провязанную, опускаем, вторую закрыли. Можно просчитывать, но в данном случае просчитывать не обязательно, поскольку я перенесла необходимое количество петель на одну спицу. В завершение закрытия петель провязываю, на провязанную опускаю. Все петли закрыли, осталась одна, поэтому следующую петлю еще провязываем и на нее опускаем. После закрытия центральных петель можете себя проверить. Должно остаться общее количество петель минус то количество, которое мы закрывали. То есть в моем случае здесь осталось 58 петель. Сейчас провяжем несколько рядов на этих петлях. При этом будем формировать убавки для ушек. Что это значит? Одна петля есть, две вместе провязать. Первую снимаю, переворачивая, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. Две вместе протяжкой с этой стороны, с правой. Остальные петли вяжем лицевыми до конца ряда. В конце ряда также сделаем убавку. Первый ряд довязываем до конца, при этом оставляем 3 петли. 2 вместе лицевой. Расположение петель здесь так, поэтому 2 вместе лицевой. Крайнюю тоже провязываем лицевой. Первый ряд выполнен, вязание разворачиваем и выполняем вязание второго ряда. Продолжаем вязать также лицевой гладью, поэтому здесь все петли провязываем изнаночные.
И первую, и последнюю я также здесь провязываю изнаночными. Выполняем вязание второго ряда полностью. Вязание третьего ряда, и также в начале и в конце ряда будем делать убавки. При этом вязание теперь у нас прямыми рядами, поэтому смотрите за расположением самих петель. Первую провязываю лицевой, следующую переснимаю, следующую провязываю лицевой на провязанную левой спицей, с правой опускаю. Убавку в начале ряда сделала. Дальше все петли до конца ряда провязываю лицевыми. И в конце этого третьего ряда также сделаем убавку. В завершении третьего ряда оставляем также 3 петли, 2 переворачиваем, поскольку у меня расположение петель сейчас выглядит так. Перевернула, вернула обратно, провязываю их 2 вместе лицевой, крайнюю петлю тоже провязываю лицевой. Вязание третьего ряда выполнено, вязание разворачиваю, 4-й ряд провязываем так же, как и второй, все петли изнаночными. И первую, и последнюю все петли полностью провязываем изнаночными. Вязание 5-го ряда, так же как и вязание 3-го ряда, первую крайнюю провязываю лицевой, 2 вместе протяжкой, первую переснять, следующую провязать лицевой, на провязанную, переснятую опустить. Убавку сделали в начале ряда, лицевыми до конца ряда. В завершении вязания 5-го ряда также оставляем 3 петли, 1, 2, 3, 2 снимаем, переворачиваем, возвращаем обратно, провязываем 2 вместе лицевой и крайняя лицевой. И вот смотрите, 5 рядов провязано затылочной части. Это получается высоту 1,5-2 сантиметра. И в принципе для затылочной части этого вполне уже достаточно. Поэтому вязание 6-го изнаночного ряда и закрытие центральных петель для затылочной части. Сколько же петель следует закрыть для затылочной части? Я это определяю следующим образом. 21 петля, так же как и здесь, четверть общего количества петель. Минус несколько петель. 3, 4, возможно даже 5. Все зависит от общего количества петель. Я беру в данном случае 3, и получается 18 петель. На что хочу обратить ваше внимание, если для центральной передней части вы брали четное количество петель, тогда и здесь берите тоже четное количество петель. Если здесь было нечетное, и тогда здесь тоже берите нечетное. И что у меня получается? После провязывания 5 рядов у меня осталось общее количество 52 петли. Изображаю таким образом, всего 52, закрывать центральные 18, значит здесь остается по 17 петель на ушке. И для этого я перенесла петли следующим образом. Вот как здесь у меня получается 17, затылочные 18, которые следует закрыть, и здесь тоже 17. Здесь и здесь количество петель одинаково. И вот, собственно, шапочка выглядит сейчас так. Провязываем 6-й ряд, первые 17 петель. Вяжем их, естественно, изнаночными. Теперь вторая спица, и эти 18 петель будем закрывать. Закрывать будем таким же простым способом. Первую снимаю,
Следующую провязываю изнаночной, поскольку ряд это изнаночный, на провязанную опускаю. Следующую тоже провязываю изнаночной, на провязанную опускаю. Провязываю изнаночной, на провязанную левой спицей опускаю. И еще раз провязываю изнаночной, на провязанную левой спицей опускаю. Провязываю изнаночной, на провязанную опускаю. И здесь также в завершение закрытия петель провязываю, на провязанную опускаю. Одна петля еще здесь не закрыта, поэтому со следующей спицы провязываю и на провязанную опускаю. Обязательно в этот момент себя проверьте. Раз, и здесь петли просчитайте. У меня здесь получится 17 петель. Петлю закрыла 18-ю, и здесь петли довязываю до конца все изнаночными. После закрытия петель на затылочной части вязание у нас шапочки выглядит таким образом. На что хочется обратить внимание, здесь петли есть, а рабочей нити нет. Поэтому эти петли пока мы не трогаем. Рабочая нить у нас здесь. Вначале мы провяжем здесь ушко и шнурок, а затем вернемся к этим петлям. И обязательно вот тоже смотрите, еще раз можете себя проверить, чтобы количество петель на обоих спицах было одинаковое. Теперь ряды можно считать, можно не считать. Провязывать будем таким образом, что в лицевых рядах 2 вместе, 2 вместе, а изнаночные ряды провязывать все петли изнаночными. Итак, провяжу с вами пару рядов. Первую крайнюю провязываю лицевой, вторую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. Убавку одной петли выполнила. До конца ряда петли лицевыми. В завершении этого ряда лицевого еще одна петля лицевая. Оставляем 3 петли. Эти 2 вместе. При этом также расположение петель смотрим. Я их переворачиваю. Возвращаю обратно. Провязываю 2 вместе, лицевой, крайняя петля лицевая. Лицевым рядом мы убавили 2 петли в начале и в конце ряда. Изнаночный ряд разворачиваем и все петли провязываем изнаночными. И первую, и последнюю. И далее самостоятельно провязываем ушко в лицевых рядах. В начале и в конце ряда делаем убавки, как мы только что с вами сейчас сделали, а изнаночные ряды провязываем все петли изнаночными. И я провязываю, пока не останется 5 петель. Вязание ушка выполнено с убавлением петель. Сейчас 5 петель осталось. И еще один ряд вместе с вами провязываем. Лицевая. Эти 3 петли следует провязать вместе. Для этого я их вытягиваю, снимаю, вторую подхватываю. Эти 2 петли провязываю вместе лицевой. И на провязанную, получается среднюю, переснятую, опускаю. Так я выполнила 3 вместе лицевой. И еще одна петля, также лицевой. Что сейчас можно сделать? Можно эти петли, изнаночный ряд провязать и затем петли закрыть. Я же предлагаю здесь выполнить вязание шнурка.
завязочки. Вязание шнурка здесь я выделю в отдельное видео, поскольку такой шнурок в принципе можно использовать не только здесь, но и в других изделиях. Поэтому переходите по ссылочке ниже, ссылочка в описании имеется, а затем возвращайтесь сюда, провяжем с вами еще второе ушко и поговорим про украшения. После того, как мы провязали одно ушко и выполнили вязание шнурка, нам нужно провязать петли для второго ушка. Что я для этого делаю? Я беру крючок, пряжу и на изнаночной стороне между первой и второй петлей за протяжку захватываю эту нить, протягиваю и здесь делаю узелок. Узелок выполнен, и теперь выполняем вязание также ушко и также убавление петель в лицевых рядах в начале и в конце ряда. Все точно так же, как мы провязывали и это ушко. При этом также первую и последнюю провязываем. Первую провязали, здесь две вместе протяжкой. Первую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную переснятую опускаю. До конца ряда лицевые петли. В завершение этого ряда также оставляем 3 петли, 2 переворачиваем, возвращаем обратно, провязываем 2 вместе, лицевой, крайняя тоже лицевой. Вязание разворачиваем, ряд изнаночный, и все петли провязываем изнаночными, и первую, и последнюю также изнаночными. Следующий лицевой ряд и также убавки делаем в начале и в конце. Первый лицевой, переснимаю, следующую провязываю, на провязанную опускаю. И также при вязании лицевых рядов в начале и в конце ряда обращайте внимание на расположение петель. И также в завершении ряда перевернуть 2 петли, вернуть их обратно и провязать их 2 вместе лицевой, крайняя лицевой. Также провязываем до конца и затем выполняем вязание шнурка. После того, как второе ушко и шнурок провязаны также полностью, берем крючок и вот эту ниточку прячем. Подхватываю крючком крайние здесь петли, захватываю эту нить и протягиваю ее. Можно протянуть еще несколько раз. Также можно ее еще дополнительно зафиксировать, протянуть и затем эти хвостики обрезать. Ну а после того, как шапочка готова, край можно еще обвязать столбиками без накида, либо рачьим шагом. Конечно, возможно, любым другим способом обвязки края крючком. Затем украшения. Украшения могут быть любые. Можно сюда пришить помпон, как меховой, так и из этой же пряжи. Можно контрастной пряжи. Дальше можно использовать различные украшения. Пуговки, стразинки, пайеточки, тесемочки. Для мальчиков можно использовать термонаклейки. То есть все, что вы найдете в рукодельных отделах и на что хватит вашей фантазии. Обязательно украшайте связанные вами шапочки и присылайте фотографии ваших работ.
Ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и вступайте в группы в социальных сетях. Прямые ссылочки на группы в описаниях к этому видео. И тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!